Всем привет, дорогие друзья! Привет из серого Петербурга. Мне в этот период так сильно захотелось красоты, поэтому я послушала вас. И сегодня мы с вами идем в музей, прекрасный Шуваловский дворец и музей Фаберже. Я подумала, что прививка прекрасного нам всем необходима в этом декабре, поэтому ждите очень много красоты, шедевров ювелирного искусства, прекрасной архитектуры, а также знаменитое кафе музея Фаберже, где мы отведаем их шедевральное яйцо. Музей Фаберже находится в Шуваловском дворце на набережной Фонтанки, дом 21. Это здание было построено в конце XVIII века. Первыми владельцами были граф и графиня Воронцовы, потом это здание выкупили Нарышкины, и затем роды Нарышкины и Шуваловы объединились путем свадьбы их потомков, и началась шуваловская эпоха жизни дворца. При входе нас встречает роскошная парадная лестница, она сохранилась до наших дней, и она находится на том месте, где в конце XIX века был парадный проезд. А это скульптура XIX века, изображающая Еву. Кстати, светильники на лестнице подлинные. В ходе перестроек здания над лестницей был возведен роскошный, обильно декорированный лепниной купол. Анфилада парадных покоев начинается рыцарским залом. Зал украшает фриз с изображением средневекового рыцарского турнира, а при Шувалове здесь была устроена библиотека. Этот фриз с изображением средневекового рыцарского турнира отчасти предопределил характер его современной экспозиции. Здесь представлены акварельные работы о жизни русской армии середины XIX века, также очень много предметов, связанных с историей как сухопутных, так и военно-морских подразделений Российской империи. Здесь очень много серебра, кубок и рог для вина, портсигары, различные другие армейские приблуды. А это такие стопочки в виде ведерок, и на них даже подписаны имена владельцев. Рядом находится красная гостиная, которая раньше называлась Нарышкинской. На полукруглом своде сохранились повторяющиеся изображения герба Нарышкиных. Присмотритесь справа и слева. В интерьере гостиной присутствуют элементы готики, отделка панелей и зеркальных рам выполнены из темного полированного орехового дерева. При Шуваловых в гостиной выставлялась испанская живопись. С того времени на стенах сохранились вставки «Христос и два апостола» и 6 тосканских поэтов. Это копии испанских полотен. А пока мы с вами идем к основной экспозиции, связанной именно с яйцами Фаберже, посмотрим еще немного на серебро. Оно тоже представлено в этой гостиной. Дело в том, что в первой половине XIX века российская ювелирная, серебряная, золотая промышленность очень хорошо заявила о себе, и буквально за пару десятилетий так были усовершенствованы навыки этого ювелирного искусства, что российские образцы участвовали на всемирных выставках и стали заметным явлением европейской художественной промышленности. И мы с вами переместились в центральное помещение анфилады, синюю гостиную. Она оформлена в стилистике французского барокко. Под потолком зал украшают живописные сцены, а на стенах серый леонский шелк с синим рисунком. Зал освещают канделябры с женскими фигурами. А вот так выглядела синяя гостиная при своих последних владельцах. Собственно, она практически не изменилась, не считая экспозиции, представленной сейчас в современном музее. В зале установлен большой мраморный камин, его украшают изображения мальчиков, маленьких младенцев. И именно в этом зале представлены пасхальные шедевры Фаберже, жемчужина, собраний музея Фаберже. Фирма Фаберже основана в 1842 году в Санкт-Петербурге. Она выпускала широчайший спектр изделий, от уникальных произведений, выполненных по заказу царской семьи, до каких-то более массовых продуктов из серебра, драгоценной галантереи, камнерезной скульптуры. Но вершиной творчества Карла Фаберже
возглавившего семейное дело в 1872 году, считают пасхальные яйца с сюрпризами, созданные по заказу последних Романовых императоров Александра III и Николая II. В коллекции музея Фаберже находится 9 императорских пасхальных яиц, и это второе по размерам собрание императорских пасхальных яиц в мире. На одно яйцо больше лишь в оружейной палате Московского Кремля. Особую значимость коллекции придает также то, что в ней представлено самое первое императорское яйцо-курочка. К сожалению, его не было в музее, потому что это яйцо отправлено на какую-то выставку, но зато были другие не менее шикарные произведения. Вот, например, яйцо с петушком. Петушок, если заводить яйцо, махал крылышками по количеству часов, которые наступили. Большинство яиц Фаберже с какими-то сложными механизмами, с птицами, с выдвигающимися частями. Но вот это вот яйцо без выдвигающихся частей, но оно с совершенно ювелирной живописью. Каждая картинка, каждый портрет был нарисован от руки, там в том числе использовались кисти толщиной с один конский волосок. А это пасхальное яйцо лавровое дерево. Если его унести этого зала, даже не скажешь, что оно имеет отношение к Пасхе, к яйцам. Но это одно из немногих яиц, у которого сохранился механизм, даже есть ключик, и эта птичка по-прежнему может нам являть свои чудеса. Мне это яйцо понравилось больше всего. А вот это тот самый ключик, которым яйцо заводится, и я не поленилась и нашла для вас видео, как поет птичка. А давайте-ка мы дружно поставим мне лайк за старание. Вообще, я очень кайфанула при подготовке этого видео. Сначала кайфанула в самом музее, а потом еще и при подготовке к видео. Вообще, очень полезно ходить в музей, потому что у меня были ожидания, что в этом музее там 2 этажа этих яиц, просто огромные коллекции. На самом деле, всего 14 больших пасхальных яиц представлено в нашем питерском музее, и всего 9 из них императорские. Вот сейчас последние яйца, которые я вам показываю, это изделия, сделанные для других знатных домов, в том числе еще одна курочка, потому что многие хотели копировать подарки, которые делали императоры своим женам. В том числе еще одно яйцо курочка, и вот этот мольберт с изображением тот же петушок, например, царевича Алексея, на самом деле, но там такая была история. А вот это маленькие яички, подвески. Их можно было использовать как подвески, ну и на самом деле в любых других целях. Следующая гостиная получила название по цвету своих стен «Золотая». Она использовалась в качестве парадной столовой. Здесь вместо вот этих вот витрин стоял большой длинный стол. В комнате можно увидеть большое количество разных скульптур, а под сводами помещения размещены статуи львов. Также в гостиной установлен камин, увенчанный высоким зеркалом. А это, кажется, люк от системы воздушного отопления здания. В этом зале представлены царские подарки фирмы Фаберже. В 1885 году рядом с названием фирмы Карла Фаберже впервые появилось изображение государственного герба. Это было свидетельство того, что ювелир именовался поставщиком двора его императорского величества. Это, кстати, портсигар Николая II. Судя по его внешнему виду, он очень часто использовался. Фирма Фаберже ведала заготовлением, хранением и выдачей императорских подарков, называвшихся кабинетскими. Жаловались они по совершенно разным поводам: за подношение царю, в память государственных празднований, всякие дипломатические визиты, а также просто по личному желанию высочайших особ. А вот эти маленькие самоварчики — это на самом деле зажигалки.
А хрюшка — спичечница, и об ее шершавые бочка можно было зажигать спичку. А пока мы с вами идем дальше, я вас приглашаю подписаться на свой телеграм-канал. Он небольшой, там всего 500 человек, и поэтому там такая ламповая, теплая атмосфера. Я читаю все комментарии, всем отвечаю. И там, конечно, я бываю гораздо чаще, поэтому заходите, я буду очень рада вас видеть. В следующем небольшом аванзале представлены различные ювелирные украшения, драгоценная галантерея, аксессуары и часы. Я залипла на вот эту лососевую коллекцию, ее так и называют там лососево-семужная эмаль. Это просто что-то с чем-то, просто посмотрите. Здесь представлены разные табакерки, там, кстати, вот надпись есть дарственная, маникюрные наборы, всякие щипчики, подвесочки. И здесь много витрин, которые представлены в различных цветах. Вот, например, термометр, тоже с синей эмалью. Дальше мы с вами попадаем в малую столовую, которая в одно время использовалась как буфетная, а при последних владельцах здесь стали выставлять керамику из коллекции графов Шуваловых. Здесь очень классное решение, что заглушили свет и каждую картину осветили отдельным прибором, и кажется, что это витражи и какой-то волшебный эффект создается. Мне здесь очень понравилось ходить и рассматривать картины импрессионистов. Коллекция живописи у этого музея небольшая, но совершенно потрясающая. Я никак не ожидала увидеть столько прекрасных картин, которые больше нигде не увидишь. И мы с вами переходим в картинный зал, еще одну галерею, скажем так. Он расположен на месте большой парадной столовой, а в 1850 году она была переделана в большой кабинет. С того времени в зале сохранился вмонтированный в стену триптих фламандской работы XVII века. На нем изображены религиозные сюжеты, а сверху картина Айвазовского. Кстати, Айвазовский в этом музее меня вообще поразил, потому что этих картин я никогда не видела. Смотрите, какие цвета потрясающие. Помимо Айвазовского здесь еще представлено несколько картин русских художников, а мы с вами постепенно идем дальше в готический кабинет. Стены кабинета занимали книжные шкафы и коллекции оружия. Сейчас здесь такой религиозный зал, где расположены иконы, в том числе здесь есть несколько икон XVI века. Вот это Мадонна с младенцем, и за ней лик Иисуса. Но я, как всегда, нашла Серафима Саровского, мой любимый святой, потому что я из города Саров. За кабинетом начинались личные комнаты графа, которые не сохранились. Личные комнаты графини располагались в другом флигеле. Они начинались с белых и голубых гостиных. Сейчас вот мы как раз туда попали. Сейчас это одно помещение. В голубой гостиной был пристроен эркер, в котором могли разместиться гости графини. Прямо напротив эркера у стены располагается камин, рядом с которым находился вход в тайник. Он был обнаружен в 1918 году. Кладовая была создана по распоряжению последней хозяйки дворца Шуваловой для хранения произведений искусств. А вот это мы видим рабочий кабинет графини, который был украшен портретами родственников. Он, насколько я понимаю, сейчас не сохранился. В бело-голубом зале представлены различные изделия из эмали, посуда, тарелочки, чашечки. Если вы все это любите, здесь это можно очень долго рассматривать. От общины французов в Москве, живущей в мае 1902 года. И из голубой гостиной можно попасть в терракотовый зал, он небольшой, и там представлен фарфор, изделия императорского фарфорового завода.
И последний зал, который мы с вами посетим, белоколонный зал. В него не пускают, я даже не поняла, где он находится. Зал выполнен в стиле русского классицизма, и отделка зала сохранилась с 1820-х годов. При последних владельцах дома зал был долгое время заброшен, его использовали для хранения ненужных вещей и даже для игры в теннис, но незадолго до 1917 года, пока здание не было национализировано, в нем снова стали проводить балы и театральные постановки. Здание сильно пострадало в войну, особенно этот белоколонный зал. Дело в том, что на крышу упала бомба зажигательная, начался пожар, обрушилась кровля и потолок с уникальной росписью. Но его потом восстановили. Вот сейчас вы видите фотографию непосредственно процесса реставрации расписного потолка белоколонного зала. А в 1963 году было принято решение об открытии в Шуваловском дворце Дома дружбы и мира с народами зарубежных стран. На фото вы видите великого Дюка Эллингтона и его встречу с ценителями джазовой музыки в Ленинграде. Я, кстати, об этом не знала. Посетив музей Фаберже, невозможно не заглянуть в его уютное кафе и не съесть знаменитое яйцо, пусть и не Фаберже, но это тоже шедевр кулинарного искусства. Так что мы сейчас его обязательно попробуем. Пока вы еще здесь, пока мы не разошлись, я приглашаю вас задать мне какой-нибудь любой вопрос. Я планирую сделать видео с вопросами и ответами. Я никогда такого не делала ни на одном канале, а у меня их целых 3. Я подумала, вдруг у вас есть что меня спросить на любую тему по поводу музыки, творчества, семьи, детей, Петербурга, еды, что угодно. Задавайте под этим видео, и я сделаю такое видео, где постараюсь ответить на ваши вопросы. Не хочу знать, что будет, сделаю, как ты скажешь. Я не смогу, как все, мне не позволишь даже. Я не хочу знать, что будет, не хочу гадать по звездам. Дай мне знак, только знак, что еще не поздно. Как мне быть и где от счастья дверцы, чтоб не владеть, но любить, чтоб не умом, но сердце, миру грехов и измен, рук к небу превозносишь, но что оставить взамен? Ты ничего не просишь. На выходе из музея вас, конечно же, встретит сувенирный магазин. Его антураж, потолки, роспись, лепнина не менее шедевральные, чем в самом дворце. Однако не советую покупать эти яйца, потому что это, естественно, новодел и никакой ценности это не представляет. Скорее всего, это будет собирать пыль в ваших шкафах. Но если вы такое любите, можете взять себе такое на память. А я потихонечку буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на этот канал, на мой телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании. И до встречи в новых видео. Мой простуженный северный